Всем привет, с вами Джерик. Сегодня мы отправимся в путешествие через Донецк, Мариуполь и Мелитополь, но сначала прогуляемся по центру Донецка, где улицы, здания и атмосфера переданы с невероятной точностью, и поможет нам в этом электрический грузовик Ивеко и Свей. Путешествие у нас будет максимально бесшумным, так что давайте приступим. Прямо сейчас мы подъезжаем к торгово-развлекательному центру «Золотое кольцо», которая вильнеется прямо перед нами. И действительно, прям как настоящее Золотое кольцо, вот даже издали можно рассмотреть вот эти все очертания. Очень все детализированно сделано, я не могу не налюбоваться этой замечательной картой. Спасибо хочу сказать опять же автору, кто разработал карту Donbass Map, потому что благодаря этому автору мы можем рассмотреть даже здание Макдональдса, которое прямо сейчас проезжаем справа от нас. Я буду максимально часто останавливаться для того, чтобы вам показать хотя бы немножко Донецка. Потому что на самом деле Донецк на этой карте сделан максимально детализированно. И скорее всего детализированней всех остальных карт. Возможно, автор посчитал его важным объектом, как каким-нибудь достоянием Донбасса, какой-то частью. Вот, посмотрите, какая у нас вывеска «Золотое кольцо». Реально очень все сильно, очень все клево. И я говорю не про свой грузовик. Вон, посмотрите, там даже виднеется стела Донецка. Поэтому давайте ехать дальше и разбираться, с чем мы вообще столкнемся. У нас тут есть даже указатели, где есть какие улицы, где еще что есть. У нас тут что-то подсвечивается солнцем, не сильно разобрать. Но вот это мне, кстати, интересно. ПЛ кому надо, то есть площадь кому надо. Если такое вообще в реальности, напишите, жители Донецка. Если вы смотрите данное видео, напишите, насколько сильно совпадает данный район вообще с вашим городом или ваш вообще город в целом. А если вы не из Донецка, то напишите, из какого города вы вообще нас смотрите. Давайте мы прямо сейчас вот сюда вот повернем. И у нас тут дальше есть указатели: аэропорт имени Прокофьева, железнодорожный вокзал и улица Университетская. Мы проезжаем задние части торгово-развлекательного центра «Золотое кольцо». Справа от нас есть очень много различных магазинов. Центральная часть Донецка сочетает в себе административные, культурные и развлекательные объекты, а именно театры, музеи, парки, главные площади. Все это располагается в центре Донецка, что делает центральный район Донецка более привлекательным для жителей и гостей города. Прямо сейчас будем потихоньку подъезжать к зданию городской администрации. Проспект Садовой. Мы проезжаем проспект Садовой. Тут, кстати, где-то должен быть торгово-развлекательный центр «Контингент», один из крупнейших торгово-развлекательных центров Донецка. Располагается в Кировском районе и был построен в начале 2000-х годов. До 2014 года работали сетевые магазины, бутики, рестораны, кафе, кинотеатры. К сожалению, его развитие в дальнейшем заморозилось. Насколько прекрасным был город Донецк в 2012 году том же, когда там еще находился огромный футбольный стадион Донбасс-Арена. Я, кстати, не знаю, есть ли он на данной карте, но если он там найдется, это будет просто потрясающе. Кстати, если вы хотите, чтобы мы посмотрели кат-сцены, то напишите об этом в комментариях, потому что, возможно, кат-сцены в Донецке окажутся намного лучше, чем в Днепре. Посмотрите, сколько тут вообще разнообразных зданий, и это все Донецк. И даже не все, это лишь маленькая часть Донецка. Он на самом деле здесь очень огромный. Тут и правобережная часть района, и левобережная часть района. Тут очень много всего интересного. Я потихоньку начну рассказывать про здание городской администрации, потому что мы прямо сейчас уже к нему приближаемся. Здание городской администрации одно из самых известных и вообще существенных в городе. Вот, собственно, оно у нас находится. Я вам вот таким вот образом покажу. Оно очень высокое, оно вот, конечно, еле влазит в кадр. Вот, оно представляет из себя архитектурный стиль и вообще построено в 1970-х годах. Это здание выполняло функции главного административного центра Донецкой области. И здесь принимались важнейшие решения, касающиеся развития региона. Перед зданием расположена главная площадь Ленина, на которой до 2014 года находился памятник Ленину, один из крупнейших в Украине. После событий 2014 года здание утратило свой статус областной администрации, но по-прежнему является одной из самых узнаваемых построек в Донецке. Карта Донецка разрабатывалась
с упором, скорее всего, до 2014 года, может даже и раньше. Я точно не могу сказать, потому что я не являюсь жителем Донецка. Напишите вот вы в комментариях, на какой версии Донецка вообще похожа данная карта. Давайте, наверное, разворачиваться, потому что мы сейчас, наверное, загуляем по Донецку и вообще забудем то, что нам необходимо доставить груз в Мелитополь. У нас тут очень интересная разметка, опять же, из 3 полос, и катаемся мы прямо сейчас по центральной части города. Ждем мы, соответственно, наш светофор. К сожалению, пока что он у нас красный, но я надеюсь, что цвет у нас хотя бы поменяет. Донецк вообще открылся в 1869 году. С тех пор он является важной частью промышленного центра из-за своей металлургической и угольной промышленности. Кстати, мы подъедем в город Мариуполь, и, скорее всего, мы будем проезжать мимо Азовстали, той самой легендарной. Если не будем, то я обязательно сделаю отдельную серию по городу Мариуполь, потому что Мариуполь тоже является не таким маленьким, как Днепр. Кто не смотрел предыдущую часть по городу Днепр, посмотрите обязательно ее, и вы увидите, насколько сильно отличаются города в размерах. Потому что вот этот вот Донецк, я пока еду по кругу, я не могу с него выехать, но я еду реально по какой-то маленькой части. Тут реально вообще сейчас ничего пока что не виднеется. Я хотел вам просто показать здание городской администрации, а сейчас мы снова проедем по центральной части. Кстати, в Донецке еще очень часто встречаются обжоры. Напишите, опять же, жители Донецка в комментариях, остались ли у вас такие магазины обжора, потому что, насколько мне известно, они вот были раньше. Это сеть магазинов, которая была вот именно в Донецке, представляла огромный ассортимент товаров, но если они сейчас... В Донецке есть еще торгово-развлекательный центр Green Plaza. Это одно из нескольких высоких зданий, которые можно увидеть на большом расстоянии. Вот, оно объединяет из себя магазины, рестораны и зоны отдыха. И при этом представляет посетителям комфортные условия для шопинга и развлечений. А подожди, а я тут вообще остановился? Или надо было, наверное, там? Что-то я не сильно понял, где мне надо было остановиться. Ну, это Донецк. А, погоди, все-таки здесь надо было остановиться. Я что-то... немножечко остановился пораньше. Мы, кстати, будем ехать и через Еленовку. Вот. Поэтому давайте смотреть. Так, ну мы сейчас подъезжаем опять же к центральной части Донецка. Очень даже уверенно подъезжаем. Так, на всякий случай включаем поворотник, а то мало ли, возможно, тут катается полиция, будет штрафовать. Я опять же не понимаю, катаюсь я сейчас на односторонней... А, ну да, я скорее всего катаюсь на односторонней дороге. А то сейчас был бы такой прикол, то что я катаюсь по какой-то, ну, встречке. Так, поворачиваем направо, так, все нормальненько. Мне нравятся, кстати, звуки у Ивека. Они немножечко отличаются от других грузовиков. То, что когда ты заходишь на какую-то встречную полосу. Так, проезжаем мы опять же мимо Золотого кольца. Вот я, знаете, я бы никуда бы не ехал. Кстати, таксишка стоит. Это насколько надо было детализированно сделать карту, то что здесь стоит таксишка и типа как подобрала пассажира. То есть таксишка здесь даже, по идее, выступает как общественный транспорт, потому что тоже остановилась на остановке. На этой карте, вот именно в Донецке, я видел очень много троллейбусов, вообще разных. Автономных, кстати, не видел. Видел вот обычные, вот, ну, такие же примерно как автономные внешним видом, но они работали от контактной сети. Также я видел ЗИЛы, ну, такие старенькие троллейбусики видел. И вот опять же всякий общественный транспорт по типу эталонов, то есть тут опять же даже в плане транспорта очень даже разнообразно. Вот такие вот автобусики тоже катаются. Вон тот эталон у нас стоит на автостанции. И прямо сейчас мы еще будем проезжать, по идее, мимо эпицентра и мимо метро, потому что в Донецке они также присутствуют. Это же сеть магазинов не только в Донецке, но и в других городах Украины. Вот, поэтому давайте ехать. Посмотрите, какая дальше у нас будет детализированная дорога. Вот именно такая вот в Донецке только, по идее, встречаются. Такие вот кирпичики. Кстати, мы едем по улице Ткаченко. Я хочу послушать... Нет, тут, к сожалению, только текстурка кирпичей. Я хотел послушать, может, есть какой-то звук индивидуальный. Но звуки это уже на любителя. Кстати, мы совсем не обращаем внимания на высотки. Посмотрите, насколько много разных высоток встречается вообще в Донецке. Тут еще расположена церковь, какие-то вышки. Вот прям точно не знаю, где что и как называется. Вот напишите в комментариях, реально очень интересно. Напишите в комментариях тайм-коды. И что вообще интересного заметили, помимо того, на что мы акцентировали внимание при данном путешествии. Я хочу вот быстренько вам еще показать хотя бы чуть-чуть видов, чтобы вы потом не думали то, что я как-то обманываю. Посмотрите, вот просто карта не заканчивается. Вот мы сейчас к метро подъедем, карта реально не заканчивается.
Вот посмотрите, тут очень много зданий, возле которых мы еще не были. Очень много зданий. Я вам сейчас просто покажу центр. И посмотрите, где мы катались, а где нет. Вот, кстати, контингент. Да, вот мы до него, к сожалению, немножечко не доехали. Вот он контингент, который я хотел вам показать. Вот у нас есть также всякие металлургические заводы Донецка, ну, если я все правильно понимаю. Так, есть тут и автовокзалы, очень много всего. Но это я так коротко показал, автобус стоит на станции. А теперь давайте, соответственно, приступим к поездке в Мариуполь. Надеюсь, что я вам показал вот с режима свободной камеры хотя бы немножечко вам прибавило еще больше впечатлений, потому что, я думаю, вы понимаете то, что если мы с вами на грузовике вот так вот все будем обкатывать, искать какие-то лазейки, а мы еще не выехали из Донецка. Также на выезде из Донецка я заметил странное здание, оно вот похоже на здание банкнота. Я точно не помню, или в Нидерландах, или в Норвегии, вот примерно вот такого вот же здания есть. Никакой информации о нем вообще нет. Скорее, возможно, в Донецке нет такого здания, но разработчик карты зачем-то его добавил. Возможно, есть какое-то похожее здание. Жители Донецка, напишите об этом в комментариях, интересно узнать, о чем вообще имеется в виду. Донецк реально очень большой, и это даже половины города не было. Вот, прямо сейчас мы будем ехать в город Мариуполь. Надеемся, что трасса у нас не будет такая настолько сильно затяжная. Надеемся, что не будет у нас никаких границ, никаких пробок. И, видимо, данная серия будет где-то около часа. Поэтому, пожалуйста, оцените ее своим лайком. Напишите, хотели бы вы увидеть продолжение. Насколько, кстати, детализированные трассы также оцениваете вы. Потому что мы вот выезжаем из Донецка. Вот. Выехали мы из города Донецк навстречу Мариуполю. У нас, кстати, уже вечереет. Я надеюсь, что мы сможем с вами хотя бы в вечернее время посмотреть, как выглядит Мариуполь. Так, это у нас что? А, это у нас, да, это у нас въезд в Донецк. Кстати, у нас стела подсвечивалась, если вы успели заметить. Что придает отдельных красок. Так что, в принципе, то, что мы с вами катаемся именно вечером, это создает отдельные атмосферки. Вот справа посмотрите, какой красивый закат. О-о-о. Ну, одно наслаждение просто кататься. Одно наслаждение кататься по трассе. Но еще больше наслаждения любоваться городом. Так, мы сейчас въезжаем в Еленовку. Это у нас Еленовка. Вот таким образом она у нас выглядит. У нас тут слишком много лежачих полицейских. Давайте, наверное, чтобы подвеску не убивать, немножечко приостановимся и потихонечку будем знакомиться, что вообще такое Еленовка, откуда она вообще взялась. Это вообще небольшое поселение в Донецкой области, которое расположено на юго-западе, вдоль трассы H20. Я не знаю, так ли она называется или нет, это уже виднее, соответственно, вам. Поселок имеет такое вот себе прошлое, которое вот связано с угольной промышленностью. Еленовка — это небольшой населенный пункт в Донецкой области, который до 2014 года был линией соприкосновения, но, к сожалению, после 2022 и на данный момент он остается оккупирован. Как и многие вообще населенные пункты Донбасса. Кстати, мы уже... Туши свет. Что? Что? Подожди, что? Что? Что значит туши свет? Типа дальний тушить? Какой свет? Что я не понял? Что значит... Вот это у меня первый раз в Euro Truck Simulator 2. Простите за излишние эмоции, но надпись «Туши свет» я заметил первый раз и не сильно понял, где его надо... Вот здесь, что ли, тушить? А, может, вот там вот, перед вот этой стоп-линией. Ну-ка, давай-ка вот там остановимся, где вот NPC остановился, вот где-то вот здесь вот. Вот, тушим свет. Я, правда, не знаю, как это вообще на самом деле происходит. А, ну типа вот, может, вот так вот, типа, то есть прям двигатель заглушить. Ну, как бы боты... Двигатель не глушат, но как-то все равно интересно получается. Вот, и это мы, получается, счастливого пути. Спасибо. Знаешь, разработчик карты, тебе прям респект отдельный. Я, честно, не понял, что вообще только что происходило, но тебе отдельный респект. А по поводу Еленовки, после 2022 года и на сегодняшний момент населенный пункт остается оккупирован. Вот такая вот печальная судьба данного района, но надеемся, что все изменится к лучшему. Вот, а у нас, кстати, виднеются красивые вечерние виды.
Небо, конечно, уже такое темное, но если вы катались по трассе в такое время, то вы могли также ими наслаждаться. Очень красиво. Я катался вот из одного города в другой, например, я катался в Черкассы. И вот виды, которые слева и справа от меня, они реально вот чем-то похожи. Они какие-то, в принципе, однотипные, да, я с вами полностью в этом плане. Кстати, тут, скорее всего, односторонняя дорога, у меня есть такие подозрения. Вот, скорее всего, да, они однотипные, но с другой-то стороны, когда ты хочешь расслабиться, ты смотришь на вот эти виды, вот там, где именно поле было, ты смотришь и понимаешь, ну это просто, это полный релакс. Прямо сейчас мы приближаемся к Мариуполю, к портовому городу на побережье Азовского моря, который располагается в Донецкой области. Его основали в 1778 году, и он стал важнейшим центром металлургической промышленности и судостроения. Мариуполь известен не только своими пляжами и развитой промышленной базой, но и самым популярным, нашумевшим Мариупольским металлургическим комбинатом Азовсталь. Давайте попытаемся еще доехать до Мелитополя. Так, у нас, кстати, на мини-мапе какой-то есть восклицательный знак. Что-то мне подсказывает, то, что это что-то нехорошее, вот этот восклицательный знак. Ну, давайте смотреть. Нам главное хотя бы рассмотреть Мариуполь, потому что на Мелитополе мы еще вернемся. Так, мины. Это здесь все заминировано, и вот такие вот у нас какие-то объезды. Ого. Максимально одиноко, максимально темно, и мы просто куда-то едем вниз. Вы просто посмотрите. Посмотрите, что происходит. Мы едем по какой-то щебенке. Справа у нас тут дома, ну хотя бы в них светится свет, а мост разрушенный. Офигеть. Просто... А я думал, это будет только на въезде в Покровск. А это, видимо, есть и здесь. Но... Автор карты, конечно, постарался конкретно. И дорога у нас идет под мостом. Я не знаю, насколько это вообще опасно, когда дорога идет именно вот таким вот образом. Мы не заденем ли мы вообще своим грузом опоры моста, потому что, смотрите, по высоте остается не так и много, но тут никакого ограничительного знака по высоте не было, поэтому мы можем спокойно ехать. В максимальной темноте, бескрайности. Ну, мы сейчас выйдем и, по идее, уже должны приблизиться к Мариуполю, потому что... По логической цепочке он у нас идет следующим в Донецкой области и, по крайней мере, на этой карте. Так, мы выехали из этого опасного участка. Просто посмотрите, как оно все выглядит. Жесть. Так, товарищи ждут, пока я проеду, да? Или не ждут уже. Уже не ждут, да? Ну, ладненько, давайте уже пропустим. Просто меня они не всегда хотят пропускать. Ну, ладненько. Так, проезжаем мы мимо заправки. Пока что тут ничего... ну, кстати, не хочу ничего интересного. Вот что-то разрушенная заправка. Немножко есть у нас реалистичности. Так, и здесь у нас уже начинаются какие-то плакаты. Так. Разработчик карты, я надеюсь, что тут добавить не только восточную часть, потому что... Насколько я понимаю, есть только вот юго-восточная часть. Там, кстати, была табличка с минами. И здесь что-то опять, да? Опять какой-то объезд. Подожди, а куда мне... Подожди, а куда... вот сюда, наверное. Подожди, вот сюда мне, наверное, надо ехать. Не сильно понимаю... ну да, по идее, вот сюда. Стоп-контроль. Так, мы остановимся на всякий случай. Правда, мне об этом никто не говорил. На всякий случай мы остановимся. Так вот, я надеюсь, что данный разработчик, который разрабатывал юго-восточную часть карты, возможно, разработает и всю остальную Украину. И мы сможем с вами покататься и там. Потому что, насколько я знаю, есть, допустим, карта Укрмап. Мне еще там про какие-то карты писали в комментариях. Счастливого пути. Ну, спасибо. А можно мне, пожалуйста, навигацию? Вот. Они также детализированы, но Donbass Map у меня занимает первую позицию в плане лучших карт Украины. Так, 117 километров. Это нам еще 117 километров. Кстати, вот она стела. Вот она выглядит вот примерно вот так. Вот, конечно, тут не сильно разобрать то, что именно Мариуполь написано. Немножечко она не так сделана вот в плане цвета букв.
Вот, но, возможно, разработчик посчитал правильным сделать это, ну, более какой-то, что ли, нейтральной надписью. Вот, по своим соображениям, так скажем. Мы въезжаем в Мариуполь, Мариуполь вот у нас уже подсвечивается. Мы приближаемся к металлургическим комбинатам Азовсталь. Это один из крупнейших металлургических комбинатов Украины, который играет, ну, или играл ключевую роль в экономике города и обеспечивал значительную часть металлургической продукции страны. Рядом с этим заводом находится река Кальмиус, которая впадает в Азовское море и играет важнейшую роль в экосистеме региона. Так, прямо сейчас мы поспали и уже находимся возле самого крупного завода в Мариуполе, Метинвест Азовсталь. Посмотрите, насколько он огромный, что его вообще просто так полностью не рассмотреть. У него, скорее всего, нету конца, у него максимальная бесконечность именно в Мариуполе. Тот самый легендарный металлургический комбинат Азовсталь. Один из крупнейших металлургических комбинатов Украины, который располагается непосредственно в Мариуполе. И данный комбинат имел ключевую часть в экономике города. И не только в экономике, очень во многом он имел ключевую роль. Например, в обороне. У нас, кстати, была река Кальмиус, где-то там сзади. Вот. Которая также протекает через Донецкую область и играет важную роль в экосистеме региона, является источником водоснабжения для местных населенных пунктов. Насколько я правильно понимаю, мы прямо сейчас катаемся в левобережной части Мариуполя. Вот. Справа у нас дорога на Донецк, но нам направо не нужно. Мы как раз таки едем в Мелитополь. Давайте немножечко рассмотрим город Мариуполь хотя бы вот таких вот красках, потому что на улице у нас вечер. Вечереет, у нас вечернее освещение, но хотя бы немножечко мы можем рассмотреть, как выглядит у нас левобережная часть. Это один из административных городов Мариуполя, который сочетает в себе как жилые зоны, так и магазины. И, конечно же, как и в любых районах, социальная инфраструктура. Так, у нас красный свет, дороги нет. Максимально разнообразные у нас перекрестки. Вот, хотелось бы опять же вам показать, как вообще выглядит у нас Мариуполь. Посмотрите, какой у нас офигенный красивый закат. Вон у нас солнышко спряталось. Очень все реально детализировано. У нас тут, кстати, идет какой-то ремонт дороги. Вот он наш завод. Жители Мариуполя, напишите, насколько город похож действительно на тот, что видите вы или видели вы своими глазами. Вот, в зависимости от того, где вы находитесь сейчас. Вот, также в Мариуполе есть еще один крупный завод, Азовмаш, который является крупным машиностроительным предприятием по производству тяжелого машиностроения, как бы это странно ни было. Вот. Он примерно такой же крупный, как и Азовсталь, но по моим ощущениям Азовсталь все-таки крупнее. Но если я не прав, то поправьте в комментариях, потому что я не являюсь жителем Мариуполя, не являюсь жителем Донецка. Вот, у нас тут есть какие-то остановки. Пассажиры стоят, ждут вечернего транспорта. А мы, насколько знаем, у нас вечерний транспорт все-таки уже разъехался на отдых. Так, у нас тут какая-то такая интересная дорога. Так, у нас тут не главное. Но, надеюсь, мы просто впишемся, да. Хорошие тайминги. Так, и будем сейчас стоять и ждать своей очереди для того, чтобы повернуть налево. У нас осталось 60 километров. Мы катаемся сейчас по второму городу, и я уже чувствую то, что мы по второму городу покатаемся еще где-то минут 10. Потому что у этих городов реально нет окончаний, они бесконечные. Это не Днепр. Вот Днепр мы с вами обозрели за один раз. Посмотрите, какие тут, кстати, дороги. Хочу акцентировать внимание на дороги. В Мариуполе очень детализированно сделаны. Да, к сожалению, они не какие-то там подлатанные, идеальные, но даже грузовик ощущает... Вот, чувствуете... Вот, видите, что происходит? Чувствуете, что вообще происходит с грузовиком сейчас, вот в данный момент? Подпрыгивает.
И это действительно физика Евротрек Симулятор 2. Они настолько сильно постарались с физикой, настолько сильно постарались с освещением. Очень все. Мне вот, я смотрю на вот эту вышку, вот эту вот вышку металлическую. Ой, максимально все сделано детализировано. Одно удовольствие просто кататься по вот этой карте. Особенно вот такое вечернее время. Напишите, кстати, в комментариях, в какое время вы хотели бы увидеть следующий обзор. То есть в дневное, либо в вечернее. Потому что, возможно, кому-то не сильно нравится вечернее время из-за того, что не видно каких-то объектов. Либо же, наоборот, кому-то не нравится дневное время, потому что оно слишком яркое. Может, стоит прибавить немножечко дождя. Или каких-либо осадков. Мы можем, в принципе, тоже это с вами устроить. Так, у нас красный свет. Он нас сегодня очень сильно любит. Хотя, опять же, у нас очень много светофоров. Поэтому путь предстоит в Мелитополь. Но уже, к сожалению, путь у нас будет предстоять в кромешной темноте. Но пока мы выезжаем из города, у нас тут есть небольшие легкие освещения. Кстати, вроде как у нас и века электрическая, то есть электрический грузовик, но звук какого-то двигателя я слышу. Может, это и электрика так работает. Но, с другой стороны, это максимально бесшумно. Ой, а я без фар ехал. Я думаю, что не так было? Я, как и в прошлой серии, фары не включил, так и в этой. Ну, бывают такие моментики. Давайте поедем, понаслаждаемся вообще трассой, вот этими полями. Такими успокаивающими видами. Такое можно увидеть не только если вы по дороге едете, даже если вы едете в поезде, то там тоже есть какие-то вот такие вот поля. Максимально красиво, когда на тебя смотрит природа. Ты этому радуешься. Так, у нас какая-то... Так, это у нас что? А, это у нас въезд в Донецкую область. То есть это у нас Стелла была с Донецкой областью, а это у нас уже Мелитополь. Так, я уже вижу, что-то там впереди светится. А это у нас, соответственно, Стелла с Мелитополем. Посмотрите на... Ну, как мне кажется, вот Стелла с Мелитополем, она вот самая такая, ну, минималистическая, но при этом самая красивая. Оцениваете вы, но лично мне зашла вот Стелла с Мелитополем. Прям очень, очень сильно так сделано. Жители Мелитополя, напишите, действительно ли у вас вот такая вот Стелла. Потому что выглядит она просто бомбически. И это Мелитополь. Въезжаем мы, соответственно, в данный город. Возможно, мы прямо с него начнем следующую серию. Может быть, и с Мариуполя, потому что в Мариуполе очень много всего осталось, а может быть, из Донецка. Все зависит от вашего фидбэка, от ваших комментариев, от ваших пожеланий. Пишите максимально все, потому что хотелось бы данные путешествия сделать максимально корректными и чтобы все получили удовольствие. Так, ну что, мы повернули в Мелитополь. И прямо сейчас будем сдавать наш груз. Кстати, мы будем сдавать какую-то доставку. А именно саженцы. Саженцы по курьерской службе доставки. Так. Вот у нас где-то уже разгрузочная компания. Так, грузовик молодец, перекрыл мне светофор, но, да, к счастью, у нас никакой встречки нет. Поэтому нам все, что остается, так это сделать еще один поворот. Так, у нас, да, разметка. Ну, разметка, кстати, не позволяет повернуть, но навигатор позволяет. Не знаю, правда, чему из этому верить. Возможно, разметка не сильно объективно там нанесена, то есть вот эта вот двойная сплошная. Но где-то здесь, да, вот здесь вот у нас получается разгрузка. Стоят уже какие-то дальнобойщики, отсыпаются. А мы сдаем наши саженцы. Так, превосходно. Зарабатываем первый уровень. И можем прокачать, кстати, какой-то навык. Давайте прокачаем дальние дистанции. Хотелось бы прокачать именно этот навык, потому что срочные заказы там можно не успеть их доставить. А вот дальние дистанции, вот чисто на дистанции покататься. Мы, в принципе, и так уже сами хорошо покатались. Поэтому хочу сказать огромное спасибо каждому за просмотр. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Пишите в комментариях, в какой город хотели бы вы, чтобы мы еще отправились. Ну, на этом все.
Всем пока и до новых встреч, дорогие друзья.